Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, вижу какие-то энергии, которые... Ну ладно, это не важно. Угу. Отсоединись, Виктория, от этих ситуаций, Мгм. энергий. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. Людмила. 1, 2, 3. Я ее вижу, и у нее энергосфера чуть-чуть вытянута вверх, но почему-то вот так по 5-й чакре. Такая как пластина, которая пересекает пространство. Угу. Вот эти энергии, которые я видела, интересно, от этой пластины тянется подключка в сектор магии и в сектор интерферентов. В секторе интерферентов от кого-то звучит «запахло жареным». Угу. В секторе интерферентов как будто такая темная фигура стоит, и такие большие листы, вот которым вот пересечена энергосфера у Людмилы, как-то их вот как карты вот так перетасовывает. Это то, что я самое первое увидела. Угу. Сейчас я считываю эфирное ДНК. Угу. А я почему-то жду, чтобы ты это сказал. Да, Команду. Виктория. Хорошо, Виктория. Считай эфирное ДНК Людмилы. Она ли это? Угу. Да, это она. Я вижу, как она вот эту пластину с такой внутри отверстие круглое так снимает. Так. И почему-то звучит увлечение спиритизмом. Угу. Вот эта пластина, да. А что интересно, да, вот это отверстие внутри как такой шарик Угу. светлый. И в этом шаре это часть энергии Людмилы. Угу. Вот, а эта пластина как будто бы вот так проникает внутрь, в глубину. Так. А, к первой чакре, Угу. к сексуальной чакре. И там я чувствую, как притягивает вот этого человека. Я слышу, вот так оно звучит, первый избранец. Угу. Вот этот Хасан, по-моему, так вроде. Да, и там, где он находится, там же находится ситуация с абортом, и я там услышала крик ребенка. Угу. Так, ДНК Людмила считываю. Считай, Виктория, эфирная ДНК Людмила ли это? Да, я ее вижу. Ее лицо это она. Угу. Спроси у Людмилы, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Угу. Посмотри, Виктория, с чего нам лучше начать. Ну, как раз с этого. И я вижу, что вот этот квадрат, и от нее идет информация. Он накинул на меня петлю времени. И в секторе интерферентов появляется такая восьмерка. Оно все как бы связано вот это в одной связке. Появляется такая восьмерка, вот так она такая длинная, вот так перекрученная. И там
ам, энергия этого, этот дух Хасана, он вот так на корточках сидит и зажигает там как огонь. И такой получается как взрыв. Он так нагнулся, и такой взрыв энергетический. Мгм. Да, кто это тут у нее шастает по пространству? Что это за дух? Кто он такой? Приказываем ему проявиться, убрать все иллюзии и убрать все зеркала и все блоки на считывание, все блоки на снятие магии и колдовства приказываю убрать, проявить согласно эфирной ДНК. И он вот так побежал и сел в сектор магии. Мгм. И я вижу, что это дух, программа такая. Дух, у него как будто копыта на ногах. Копыта. Это дух этого Хасана. У Мгм. него на ногах копыта, хвост, ну как черт обыкновенно, как рисуют. И он вот так как будто сел в кресло в такое и такую сигару курит. Мгм. И когда я вот на него смотрю, и звучат слова Людмилы, что он заключил ее в петлю времени. Мгм. А в секторе интерферентов я вижу, как Людмила вот так глазами своими рисует, следит, я слышу. Ну, как будто бы рисует такую М. восьмерку. Мгм. И считывается вот она как убийца времени. Посмотри, Виктория, вот это связано с тем, что она проводила в этот ритуал, используя журнал ченнелинг мировой, когда она практиковала вот этот Мебиуса, вот эту штуку. Да, это с этим связано. И я вижу, что вот слышу, что впечатлила в себя, ну, как впечатала, но звучит впечатлила. Мгм. Программу безвременья. И я вижу, как ее внимание, вот энергия из глаз, которая вот так параллельно шла, с ее глаз, вдруг начинает энергия та из сектора интерферента вот так проникать в обратном направлении. Мгм. Вот. И образовался такой один. Вот он. Как будто бы вырезали из этого листа, вот так как варенички вырезают стаканчиком. Вот такой, как шашечка. И этот имплант остался, считывается вместо глаз, то есть магнитом для привлечения духов. То есть этих спиритизм это и есть духи, да, то есть запретные, вот этот запретный Мгм. плод. Хорошо, Виктория, вот эта программа безвременье, что это такое, как оно проявляется? Вот я вижу по этой восьмерке идет Людмила, и как будто на плече у нее вот так, она как тянет такой огромный мешок, который из сектора интерферента. Что А в это? этом мешке, сейчас Мгм. я посмотрю, Да. я слышу кости, я вижу кости там находятся, как человеческие кости ушедших от ужаса. Так, Кто это? от ужаса безвременья, поглощающий эффект. И я вижу, что там от этого мешка вниз идет открытый портал.
М. И вот я слышу, капуцины, Мгм. ушедшие безвременно, не прошедшие порог счастья. Мгм. Это их кости как будто она тащит, так? Да, да. Мгм. Это, я слышу, перенимать опыт без времени. И вот этот журнал там как будто Мгм. огромный такой, и так листики ветер перелистывает, как пустыня какая-то. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим, когда Людмила читала этот журнал и делала этот ритуал, на что она согласилась? Я слышу дефицит внимания на собственные потребности. Увлечение, вот это идет опять. Увлечение спиритизмом, Мгм. контракт Так, на безвременье. давай, Виктория, посмотрим этот контракт подробнее, что в нем, какие условия. Вот она берет, я слышу вот так, она берет вот у этого духа, у этого мужчины, он как будто бы, у него пиндер такой черный, это дух, то есть как будто бы она имела отношение не с человеком, а с этим духом. То есть она приняла эти его программы, и там слышу этот крик ребенка, и она берет это вот и эт подписывает. И я слышу, сейчас я посмотрю, Мгм. эффект домино. Так. Так. И там вот эти пластины такие, которые я увидела сначала. И вот Мгм. эффект домино. И вот так, как будто бы они вот так стоят, эти пластины, и одна падает, и падают все. Увлекают за собой, и образуется такой черный портал, как спираль Фибоначчи, только противоположный. Мгм. Так. С кем она заключила этот контракт? Второй стороне этого контракта приказываю проявить секс согласно эфирной ДНК. Так, проявляется какая-то слизь, такая энергия, как будто спрут Мгм. с такими лапищами, только слизь такая скользкий. Я его закрываю в Мгм. банку. Закрою. Мгм. Что это за энергия? Считывается спиритуальный цемент. М. Что он Он как сцепляет? медуза выглядит. М. Так, сейчас я посмотрю, что он сцепляет. Мгм. Сцементирует. Ну да. Показывает Людмила, вот так, где сзади зрительный центр, считывается это как экран сознания. Мгм. И говорит, вот идет эта проекция, вот так как восьмерка, тут надо же. Вот так Пересечение идет, вот это. вот там Мгм. такое, вот это как пластина это, как экран, и лучи вот так сходятся но не к глазам, а к этому черному домино. Вот эта шашечка. Мгм. А потом выходит уже я слышу, с поля зрения. Вот так. Оно прерывается резко, вот на уровне физического лба, скажем так, а потом начинает вот так закручиваться, как спираль. Именно уже это как медуза, это энергия. Мгм.
вот так закручивается, вот так, и пошла вот в сектор интерферентов, и считывается спиритуальный сегмент счастья. То есть поиск счастья, Мгм. а не в том месте, как говорится. Не там, где оно Так, есть. а кто хозяин этой слизи, этого спорта? Приказываем проявиться за стеклом. Кто хозяин? Самое главное, приказу проявить согласно его эфирным ДНК. Там проекция идет от этого черта, который сидит в секторе магии. То же самое, вот так идет проекция перевернутая. Считывается. Сейчас я вернусь, что-то прозвучало. Вернись. Слушай еще раз. Это как считывается сегмент счастья. То есть я так понимаю, что это эгрегор счастья, ну, типа Мгм. счастья. Вот. И там такое разное измерение, и тут бац, такая книга лежит. Контракт на безвременье. Мгм. Так. Когда этот контракт был заключен, Виктория, в какой момент это произошло на физическом уровне? Вот тогда, когда она делала эту практику, я вижу, как она тащит, вот это глазами следит вот так. И в Мгм. этот момент соглашение тащить этот мешок. Мешок. Мгм. Да. Так, спроси у Людмилы, что она за этот мешок отдала. А она показывает, что у нее вот такая образовывается талия, как у муравья. И она вот говорит муравейник. Мгм. И говорит стать матерью погибших душ. И ее вот от солнечного сплетения образуется такой имплант, который как мешок захватывает вот эти все нижние чакры, и буквально из вдруг прозвучало герпес. Мгм. Оно вот так как будто бы накинулся мешок вот на эти чакры и вот так закрутился, точно так же вот как здесь вот эта спираль. И точно так, только уже черная. Здесь такая прозрачно-белая, а там черная магическая спираль. Так, Считывается муравьиный дух, то есть инсектоида. что это обозначает? Вот я вижу, как из сектора магии идет такое движение, знаешь, так как активный акт половой, и Мгм. как будто бы ее вот это, ну как сказать, насилует, что ли? Мгм. Постоянное такое движение в нижнюю чакру. Ну, это, Мгм. ну, просто вижу такое движение, как будто бы насосом кто-то накачивает, знаешь. То есть вот эти спирали, да, обратно, они как бы притягивали этих мужчин, которые... Да, Мгм. оно Понятно. все взаимосвязано, и оно находится все в одной связке. А Мгм. причина есть, вот этот ее первый мужчина. Мгм. Да, я слышу генезис рода. То есть она Так, заложила вот основу будущего своего рода, вступив в контакт с этим мужчиной.
Мгм. Хорошо, спроси у Людмилы, видит ли она именно почему притягивались эти мужчины, на какие энергии? А она показывает, говорит, что ей мешают какие-то козни. И вот эту веревку. Я ей передаю, что это ее пространство, она может просто эти энергии отодвинуть по ее желанию. Мгм. И говорит, что она устала носить на себе чужую карму. То есть вот эту всю его генетическую, духовную подспудную. Мгм. И я вот буквально считываю, вижу там, он как будто бы какой-то темнокожий, но такой дикий, как там такие, как танцы, знаешь. С бубном. Как- Да, такой считывается в трусиках, но это какие, как пальмовые листочки, ну, как что-то такое, набедренная повязочка. И вот там он вытанцовывает. Мгм. Так. То есть это его родовая подспудная. Мгм. Так. Ну хорошо, Виктория, давай вот с этим контрактом разберемся. То есть Людмила, ее рациональная часть, отказывается от проведения ритуала этой практики с этим Мёбиусом. Пусть она зайдет в тот момент, откажется от этих журналов мироучелений и выполнять эти ритуалы. Расторгает контракт. Она говорит, я удивилась моему решению. Мгм. Так, ну вот ее аспекты. Рационально хочет отменить эту практику. Она как-то растерялась и говорит, а как же насчет Мёбиуса? Так. Я ей передаю, что это ну, как бы не ее выбор, то есть это он пусть себе как хочет, Мгм. а она отказывается от этого ну, от этой любви к спиритизму. Она как будто бы не доверяет, говорит, надо же. А спроси у Людмилы, зачем ей так важен этот Мёбиус? Зачем ей он нужен? Она показывает вот на эту пластину, которая на 5 чакре, и говорит, что тогда я должна буду решать сама. У нее страх успеха, быть свободной. Страх стать творцом своей жизни, Мгм. принимать Она, решения самостоятельные. мгм. На чем Виктория держится этот страх? Где крючок зацепка? Ну, вдруг я увидела лицо Артема, Мгм. и он как будто бы ее так за руку, он находится по отношению к ней в секторе магии, и он ее как бы тянет туда. Мгм. А что делает Я Артем в слышу секторе? рутина. Он буквально как бы не в секторе магии, даже ближе к сектору духов. Я слышу рутина, то есть ее привычка Ага. находиться буквально в таком мозговом штурме звучит. Мгм. Понятно. Так. А.
спроси у Людмилы, какое вот она наверняка перед сеансом, когда я задал его вопрос, какая она представляет это ее будущее, желаемое ею, чтобы никаких проблем вот с привычками Артема не было. Хочет ли она к этому прийти? А она показывает, как она так резко, быстро, резво так сбрасывает с себя вот эту пластину, резко срывает с себя вот эти, они как, знаешь, как будто бы у куриного желтка есть такая Мгм. связочка, да? Вот это все, она это срывает с себя и как поднимает руки вверх, а там как отверстие такое в секторе Первотворца, и вот так больше вверх даже. И там считывается вот свет такой, и я слышу Аврора, ее выше я, и протягивает ей руки. Вот. И она говорит вернуться к себе, Мгм. настоящей, и говорит уйти от этого Нобиуса. Кажется, так Мгм. звучит. Мгм. Да, тогда А есть. этот Нобиус это какой-то ассирийский культ, и оно так звучит, ассирийский культ. И вижу такого, как Бог, как будто бы с такой какой-то рукой вот так М. протянутой. И он именно вот находится как бы в связке с этим духом от этого ее первого мужчины. Мгм. Хорошо. Людмила передает, что она хочет развязать все эти зацепки с этим Хасином, отказаться от взаимодействия. Пусть она это сделает, расторгает контракты, все эти чужеродные импланты, эти домино, эти все пластины, приказывает им забрать. Ну, я вижу, как она меняет местами эти ситуации. То есть ей нужно было бы как бы спросить, и я вижу вот эту Мгм. решетку, Да. как он рассказывал, как она будет жить в его стране, да? То Мгм. есть меняет местами. Эм, Она сначала спросила, как бы перед тем, как вступила в сексуальную связь с этим парнем. Хасина. Мгм. Да. Но у него как будто бы ничего человеческого нет, и считывается только вот этот дух. А человеческое тело, вот он как человек считывается, что вот как будто стопроцентная дегенерация. Мгм. Это уходящая цивилизация в небытие, вот в те все порталы. Мгм. И тоже домино. Сейчас я посмотрю, что это за программа домино. Посмотри, Виктория, что это за программа. Оно звучит: падает один, падают все. И цикличность бытия. Это принцип прецедента. Мгм. Вступил в контакт навсегда. То есть это прописывание в генетическом коде всей этой логистической дисфункции, пришедшей из портала демонических существ. Отключка от божественного сознания, Мгм. спиритический нюанс. И вот мне идет информация, что чем больше деградация человека или общества, тем больше а, проявляется вот этот спиритизм сознания. Мгм. Да, потому что спиритизм тянет, то есть спиритуальный
человека, он как бы не хочет, вот она показывает, боится стать творцом, а ему лучше идти как бы за руку за этими программами, за этими духами. И опять я слышу отключка от сознания божественных существ. Я передаю Людмиле, что ее решение раз и навсегда, вот она рвет эту книгу, покончить с спиритическими практиками, увлечениями. Она готова стать творцом, обрести полноту, я слышу, божественного мира. И вот она берет эту решетку и говорит, забирай свое предложение. И я передаю Людмиле, чтобы она сейчас отменила. Они связаны как будто один с другим, вот эти два случая. Отменила и расторгла этот контракт. И вдруг я вижу ее руку, она расторгает этот контракт, снимает этот мешок, считывается спиритический блуд ушедших. То есть всегда там, где есть спиритизм, то есть вот эти практики, они всегда захватывают человеческое сознание и образуют новые нейронные связи. Это черная, это темная магическая матрица, в которой прослеживается информация всех тех, кто находится в этой эгрегориальной структуре. Поэтому вот эти все спиритические практики, которые не связаны с осознанностью и с практикованием, действием осознанным, да, а с какими-то вымышленными практиками, вот, оно идет вот так, это, по-нашему, это переброс кармы всех тех и создание вот этой единой матрицы сознания с антимиром. И я вижу, она вынимает считывается из своего нутра вот этот черный духовный этот пиндер, отказывается. И я вижу, что она забирает у этого хасина крик этого ребеночка. И она вот так держит ребеночка этого маленький такой на руке, и связь идет в сектор принятия решений. И вот именно когда она решила вот сделать этот аборт, я слышу, что решила отключиться от божественного сознания высших существ. То есть вот эти бла-бла-бла, рассказы там, это не то. Человек своими действиями доказывает. Я вижу, берет в рот, у нее во рту образовался такой какой-то, как шар черный, сквозь который ручка такая проглядывает. И она что-то говорит, ее программы говорят что-то. Ее программы, вот эта черная энергия, говорят, что она уже отказывалась, она уже прорабатывала. Я ей показываю, что это другое измерение, что это генетическое измерение, оно считывается вот этих падших ангелов, и это чужеродная энергия, которая вот пришла с этим хасином, и вдруг она вот так выходит с этого пространства. Я ей передаю, чтобы она на всех уровнях ее сознания, ее многомерной сущности расторгла контракт с этим хасином, отменила взаимодействие с ним. И я вижу, как она вот так взяла эту решетку, которую он ей показал, и вот так сделала, выбросила.
И ее энергия, вот та, которая вышла из ее родовой чакры, возвращается. Мгм. Вот, То я ей есть, передаю, чтобы она вытолкнула все те негативные программы, всю информацию о роде этого Хасина, о его духовных связях с этим миром, уже с этими вот племенами дикими. Пусть она все это убирает, очищает. И мгм. вдруг появляется лицо Артема, который как выходит это лицо, как будто из сектора интерферента. И что-то сказал: мама. Говорит, ты освободила меня. Он с благодарностью. Говорит, от генетического блуда. И показывает, как у него между ног, ну, как будто, ну, он мужчина, мы знаем, да, но там Мгм. в эфирном плане как будто бы какой-то пиндер ему вот был воткнут Мгм. Ну, считывается в промежность, да. То есть вот так чужая вот. воля. Мгм. Да, это чужая воля, чужие программы. Я передаю Артему, чтобы он очистил все его пространство. А Людмиле передаю, чтобы она очистила. А Оля, это Оля, Дочь? звучит Дочь. дочь. И Мгм. Оля, они тоже освобождаются, выходят обои из сектора интерферента. Мгм. И а, а Людмила стоит, и как будто бы они только что родились, и их так по попе бьет. Вот, Зачем? чтобы они закричали, чтобы они родились, перешли в новую реальность. Вот. И она вдруг взлетает, и у нее такие, как крылья появляются. И включается у нее Тор, и вот эта штуковина, которая была на пятой чакре, полностью рассыпается в такие клочья. Мгм. Образуется м, вот это звучит бруд, брухт, ну, обломки, другими словами. Мгм. Я передаю, чтобы выглядит это как астероидный пояс какой-то в космическом пространстве, чтобы она очистила все ее личное пространство от генетической памяти, чужеродных, низковибрационных миров, отсоединилась от, я слышу, вампира. Мгм. О, вот оно что. Я подумала, что это за вампир. А мы там начали смотреть, кто М. главный хозяин этих всех энергий, и до конца не досмотрели, потому что там лежала книга на этом портале, ее контракт, который фактически закрывал Мгм. ее понимание, что такое истинная духовность, и она считывается брутальная. Вот в украинском языке брут, брухт, брутальный — это ну, одно и то же означает, да, то есть Мгм. грязь, Да. отходы, разрыв, вот, то есть как, Мгм. ну, как металлолом, да, как обрывки, то И есть кто там? Кто там этот хозяин главный? такая сущность считывается главный вампир антимира, такого коричнево-красного цвета, Мгм. находится в пространстве духов. Кто он Это такой? Как мы его знаем? одна из мерностей, которая касается человеческого сознания, то мы его знаем как Люцифер. Но я вижу его и в других измерениях. Мгм. И вот эти все
Ну и опять слышу это слово «брухт». То есть этот разрушающийся мир, катастрофа. И у него такой, как язык, такой хобот, который, как у инсектоида, как у мухи, тянется вот через пространство Людмилы прямо к сектору Первого Творца, вот там, где вход в ее личное сознание, в ее высшие измерения. И там, где есть эта присоска, оно вот именно как этот, как кружочек, какая-то шайбочка. Точно так же, как этот контракт закрывал понимание источника духовных бед, да, то Да. есть и закрывал способность различать по духу, то точно так же в ее пространстве его эта присоска, ее этот контракт тоже мешал распознать ее божественную сущность. То есть вот там, в нижнем портале, в секторе интерферентов, кроется причина, так и считывается всех духовных бед. И эта же причина закрывает вход в божественное сознание, в будущее, светлое будущее. И зациклила вот, там есть такая связка, вот как эта восьмерка переворачивается, вот там, где эта спираль, генетический узел взаимодействия с антимиром. И он на физике проявляется в контакте с людьми. Я слышу недоброй воли, а в духовном, на духовном уровне, в духовном измерении и физическом это проявляется выбором пути по спиритическому характеру. То есть человек выбирает как бы не ну, то, что ведет к упадку, к деградации, и соединяет его с этим главным вампиром антимира. Есть у Людмилы еще контракт с этим главным вампиром? Да, вот она говорит, что говорит вот так: я приняла его за себя. Сейчас я спрошу, что это означает. Спроси. Она говорит, что как свой личный. То есть сейчас я посмотрю, как это проявляется. Я Смотри. вижу, что она смотрит на этого Хасина и поставила такой, считывается блуд, поставила между собой и этим Хасином такой, как экран. Ой, уже видела вчера такой же. Вот этот экран. И она себе, ну, как бы принимает его как человека адекватного, нормального, да, божественного. Понятно. Так. А на тонком уровне, то есть реальность такова, что имеется, идет в счет все измерения. И никаких поблажек, что я не знал, не понимал, там этого не учитывается. И поэтому прорастают вот эти подключки к, я слышу, подземным, а подземным, то это означает не под землей, а означает под измерениями сознания. Точно так же, как мы чувствуем свое подсознание, как говорим, шестое чувство, догадки, все такое. Это тоже можно сказать как
как голос из-под земли. То есть в этом это нулевое измерение. Вот мне пришло, я слышу. Мгм. Так, И я вижу, почему это так произошло. Я вижу, что этот мир, он вот устроен как восьмерка. почему? Что это обозначает? Вот вверху божественные миры, потом есть этот шайба такая, эти контракты человеческие, Мгм. которые соглашаются на взаимодействие и с духами эм, потусторонними. Они занимаются спиритизмом э, под видом всяких эзотерических практик. Вот. И там эта связка вот так как перекручивается вот так и удерживает вот этот мир божественный на этой связке, удерживает этот антимир, чтобы тот не оторвался и не ушел на уничтожение. Мгм. Как И осиная именно, талия. Да. да, как осиная талия, и именно вот в этих контрактах и кроется э, причина, я слышу, всех болезней, не только человека, но всего человечества, потому что все люди божественными своими матрицами, да, своими душами Мгм. связаны вот вверху. Их, Да. то есть матрица жизненная состоит как бы из двух частей. Вот эта жизненная сияющая матрица жизни, светлых божественных душ, вот она стоит, ее высшее я, и радуется, что я вот объясняю это. И вот не нижнее, все держится на согласии, на разрешение быть удобной для антимира. Мгм. И вот опять я вижу, как она разворачивает, вот так переворачивает этот вопрос, да, первым она его ставит. То есть все идет по очереди. Не подстроиться, да, она сначала его спросила перед началом отношений, а что ее ждет, что он предлагает. Вот. И я вижу, как развязывается буквально вот этот шар, который сверху, Мгм. вот так вот развязывается. И это покрывало черное, которое вот на нее как будто бы наброшено, вот так сползает вниз, и там Мгм. этот контракт, отреклась от себя. Я передаю, чтобы Людмила расторгла этот контракт и вернула всю ее божественную энергию. И я вижу, как она смотрит вниз, и как эта черная энергия в виде такого, ну, это все очень схематично, да, не реалистично. Ам, Просто идет Мгм. такая аналогия, как будто бы выходит с ее нижних чакр, как пиндер огромный, вот снизу, Мгм. и соединяются ее вот правая и левая нога, в ее единое сознание считывается, и она поднимается вверх, и крыльями она машет, но на ее крыльях есть имплант, который выглядит как эти крылья с этой медицинская, по-моему, или масонская, А, это считывается кадуцей. это кадуцей связка, оно считывается вот Мгм. именно вот этот цемент связка, и на ее крыльях вот этот кадуцей, и он так, знаешь, как искусственный, тарахтит. Мгм. И Погремушка. вот я общаюсь с Людмилой, она смотрит себе на спину, я ей передаю, чтобы она вернула ее божественную энергию и ее решение отсоединиться от этого. А, ну, так и Мгм. звучит люциферианский культ вампира. Вот этот кадуцей. Мгм. И Так. она вот так вышла в какое-то пространство и села, как будто бы в пустыне сидит, а ноги ее, щиколотки, как увязли в такой черной энергии. То есть я вижу этот песок, а ноги там увязли в такой черной энергии. Она сидит
и их буквально выколупывает с этой энергии. Они как в цементе, да. Мгм. Так, когда она попала в этот зыбучий Она энергии? говорит, что ее предыдущий муж связан с М, этими энергиями. мгм. Так, каким образом это связалось с ней? Где эта ситуация, где она позволила связать ее с Сейчас я этим? подожди. Нужно Да. узнать, который из ее мужей. Приказывай этому мужу назваться, кто он такой, Но это не назваться его муж, имя. это те энергии, которые его матрица. Мгм. Я сейчас посмотрю, кто это Понятно. из Мгм. предыдущих. Это белорус. Белорус. И он выглядит так интересно. Он как будто бы считывается, что машет. Вот так вот делает. М. Он как... И у него на спине этот кадуцей, и он считывается как служитель культа почему-то лесбиянок. Мгм. Так, и что этот Олег делает в ее пространстве, приказом отвечать? Он говорит, что он спит с другими мужчинами. М. А ее он использовал, показывает, как ширму для благополучия его семьи. И эта ширма именно вот тот образ этой клетки, который сказал ей этот Хасид, Хасин. Хасим. Мгм. То есть это притянулось, этот Олег притянулся на этого Хасима. Мгм. И потом он говорит, он находится по отношению к Людмиле в секторе магии, в секторе интерферентов, что она уличила его в измене. И Мгм. говорит, что он всегда любил мужчин. Говорит, что она ему не нужна, что она нужна была его родне, его матери. Мгм. И от него тянется в сектор принятия решений. У Людмилы такая привязка. Я вижу свадьбу там. Мгм. Где зацепка? Вот эта свадьба? Это не зацепка, это контракт. Мгм. Так, посмотрим сейчас этот контракт, Виктория. Как? Да, Давай посмотрим, что в этом контракте, на что Людмила согласилась. ну это было вот во время венчания, так звучит. И Людмила берет вот этот шарик энергетический, и я слышу, что она готова носить всегда с собой люциферианское семя блудодействия. И именно вот эти спиритуальные силы, энергии Хаси, да, Хасин или Мгм. Хаси. И берет вот этот шарик и переносит его вот в сектор будущего, первотворца. И здесь, я слышу, затачивается ее будущее. Мгм. То есть это становится таким магнитом для будущих спиритуальных этих увлечений. То есть это тяга к... Оно буквально как будто бы усиливает этот брак. Второй М. Мгм. мужчина, он как бы Притягивается. усиливает ее первичный контракт. Мгм. Затягивает, так скажем. Да, ну так пространство наше устроено по принципу прецедента, магнетизма. Мгм.
Так, что еще, Виктория, в контракте есть? Что Ну, я отдала? слышу родить детей М. от вампира. Оно буквально звучит вот так: от вампиризма, от Люцифера, то есть принять в свое энергетическое пространство, в свой род эти чужеродные духовные программы, духи, энергии. И вот так я слышу, наполнять свой род. Мгм. Хорошо. Спроси у Буквально Людмилы. переполнять, то есть давать Выполнять. волю больше этому. Спроси Викторию у Людмилы, хочет ли она полностью на всех уровнях отменить эти взаимодействия, контракты, отказываться. Она говорит, что она отменяет венчание, и я вижу, как она снимает фату, и вместе с фатой уходит из головы, эта фата как будто бы держалась на таком, как каска у солдат Мгм. железная. Этот имплант. И когда она это сделала, то я вижу, как из-под этого импланта буквально выныривает, как из воды, из темной, ее волосы, такие какие-то сияющие, оранжевые волосы, искрятся вот так. И голова, и снимает Мгм. себя как скафандр. Считывается как демоническое признание в любви. Мгм. Столб сознания. Она это снимает, и я вижу, что этот столб сознания демонического, который она приняла, вот ну, начал формироваться с этим хасином, что он вот ослабевает, уходит, и она поднимается вверх, 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 и вдруг встала. Вот М. оно идет на седьмое небо. Мгм. Что это для нее значит? Это седьмое небо. Она показывает, это седьмая чакра. Это вот в этом вопросе она считывается генетическая очистка ее рода. Мгм. И это означает, вот я вижу, как уходит вот Амебис. хобот, это все уходит. То есть Мгм. это соединение с сознанием божественным. Мгм. И вот этот хобот уходит, культ вампира, то есть вот это спиритические все ритуалы, вот этот тяга к темным запретным знаниям. Вот этот культ вампира, вампиризма, Мгм. возвращение к себе истинной. И я вижу, как все ее чакры, вот начиная с седьмой, начинают искриться. Вот так. С них вот это выглядит так, как фонтаны. Есть такие фонтаны, где шарик сверху лежит, а водичка вот так течет. Мгм. И вот это так начинается такая искриться энергия, вот начиная с седьмой чакры, вот постепенно включаются все чакры, и вот эти, где ноги, где ступни, они у нее, вот она мне показала, считывается божественной чистоты. Она Мгм. очистилась. И я передаю Людмиле, и вот у нее вот эта связка, вот где пупок, чтобы она эту, такой как считывается спиритический сеанс, ого, и он потянулся куда-то в сектор магии. Какой-то сеанс. Посмотри, Виктория. Кто находится в секторе магии, приказываем проявить согласно физической ДНК. Ам, так, какая-то фотография. Мгм.
Так. Что было на физике, когда происходил этот сеанс? Где была Людмила? В Белоруссии. Мгм. Я вижу, что вот этот черный эгрегор, он буквально считывается, что захватил ее Мгм. в том моменте. И этот сеанс, это был, я слышу, подтверждение ее спиритического духа. И вижу, что в секторе интерферентов лежит скопированная, вот как будто бы выгнутая такая фотография, скопированная информация с ее лица. Мгм. И сквозь эту фотографию, как столбики такие, но уже с обратной стороны, такие ниточки как будто бы потянулись вниз, и оно считывается, как будто бы она вот от каждой ниточки, как такие шарики энергетические рассыпались. Я слышу, что потерянные энергии сознания, и вижу, как эти духи, они так и считываются спиритические, спириты. Мгм. Эти хватают, как жемчужинки, хватают и воруют, и уносят туда, в нижние какие-то исключительные пространства. Мгм. Считывается какая-то карусель. Вот куда они уносят. Вот это восьмерка. То Мгм. есть этот заказ спиритического сеанса, вот это тоже притянулось на эту спираль. Я передаю Людмиле, что вообще-то она отказалась от этого спиритического сеанса, и пусть она в этом измерении заберет все ее частицы, отменит ее решение. А Во как эту всех женщину? То измерениях. есть Марина или Мария, как-то так вот звучит. Это ведьма, Мгм. которая Мгм. считывала Ну, ее информацию. пусть приказывает Людмила этой Марии, этой ведьме, забирать ее воздействие, забирать все ее отпечатки, всю ее информацию, весь доступ. И я вижу, что к этой ведьме именно она притянулась на этого Хасима, вот на этот шарик энергетический. Мгм. И передаю Людмиле, чтобы она отдавала карму этой воровки энергии, этой вампирице, и возвращала всю ее энергию. И вижу, как происходит обмен. Эта ведьма получила то, на что она притянулась, то есть эти Мгм. деструктивные энергии. Карму никто не отменял, кто что ищет, то и находит. Мгм. К Людмиле вернулись эти Потенциал, я. энергетические искорки вот сюда. И вот Мгм. так и встроились в свою естественную, я слышу, природу. И в этот момент я вижу, как этот штырь сзади на спине, вот так шух, этот кадуцей соскользнул через этот портал, а Людмила вот расстегивает и убирает этот имплант из... О, М. вот оно что. Мгм. Вот эта ведьма как раз, то есть Людмила как бы, я слышу, прошла сеанс очищения. Вот. Но она же хотела там очиститься, вот она так, и сейчас ее вот эта осиная талия, а именно эта ведьма, она притянулась на то, чтобы крепче держать эту связку, чтобы не дать Людмиле выйти за пределы контроля вампирического мира. И тут Людмила это все отдает. Это все я ей передаю, чтобы она выходила с этих эгрегориальных структур, приказывала всем интерферентам убирать все их воздействия. Мгм.
И вот она поднимается высоко, высоко поднимается, и тут бум, дошла, я слышу, до предела своего сознания. И такая черная пластина, и там 7-я чакра. Людмила вот так прям прозвучала, вот так бум-бум-бум, как шарик. Мгм. Я Так. слышу, и вот эта черная пластина считывается как предел созидания, так как кем поставлен этот предел? Кто А, хозяин этой черной пластины, приказываем проявиться за стеклом. Так, сначала черная подключка идет, и вот так вот крутится вот так спиралью вниз в сектор духа, вот туда потянулась вниз, и там такой Мгм. шарик считывается в поднебесном царстве. Так, что это за шарик? Генетическая путаница. Сейчас я хозяина призываю этого Приказываем проявиться в его пространстве, хозяина этого эгрегора, убрать иллюзии, убрать все блоки. Значит, В этом эгрегоре, вот там я вижу, а, этот эгрегор считывается как мировая диктатура. Там Муссолини, Гитлер, Сталин, Путин и другие там эти. Ну, если я так... я как будто бы земной шарик кручу. Это эгрегор Виктория, мировой диктатуры. Так, Виктория, посмотри, среди них есть такой Хасан ибн Сабах, который создал ассасина. И почему-то сегодня кого шло создал? ассасинские методы уничтожения. Хасан ибн Сабах. Имеет он какое-то отношение к этому Да, он Хасину? там есть, и он выглядит это, как будто он вот так э, вокруг Земли, и вот так руками, крыльями вот так обнимает всю планету. Вот так Мгм. вот. Основатель этого культа ассасинов, Я убийства не и это. слышала такого. м, Да, Я он тоже. вот так стоит, ну, как бы не стоит, а как бы землю вот так окутывает. Вот у него это как хребет, ноги, Мгм. а руками и крыльями вот так полностью охватывает всю планету. А внутри вот эти все диктаторы считываются и их почитатели. Мгм. Так, что этот Вот этот Хасан делает? решатель. Что он делает по отношению к сознанию человечества? Приказываем отвечать. Ну, давай не будем сейчас Не это будем. отвлекаться Хорошо. от Людмилы. Мгм. Давай То есть, да, посмотрим, вот у нее эта подключка, а пластина куда, вот а эта. кому Да, идет кто подключка в этом эгрегоре. главный хозяин этого эгрегора, кому она идет, приказывая именно ему проявиться согласно его эфирной ДНК. Идет прямо, расстегивает гимнастерку, я слышу. Мгм. Пуговица такая советская, там звездочка такая выгравированная, как будто бы выпуклая. Мгм. Это Иосиф. товарищ Иосиф Мгм. Сталин. Мгм. Вот я вижу его целиком, черные сапоги. И у нее подключка, у него прямо к сердцу идет, и там, где сердце его, ее энергия, ее лицо. Она как Мгм. будто бы вот так головой вниз, ну, головой своей воткнулась ему в сердце. Мгм. Так, когда это произошло? Когда она воткнулась в ее сердце? Когда это произошло, Виктория? Давай посмотрим.
Я вижу, что она вот так рисует с правой стороны такой огромный круг, и звучит, что когда она доверила ему свое сознание и нарисовала круг Люцифера, Мгм. и я Цельнозора? вижу, Или да, оно звучит Мгм. Люцифера. И я вижу, что это открылся портал, она буквально как будто бы выжгла таким огнем с своей Мгм. стороны этот портал, и когда он только приоткрылся, от цельнозора полетел вот этот сюрюкен. М. И считывается кремлевская методика запутывания мирского сознания. Это психотехнологии. И вдруг вот этот Сталин образовался вокруг него такой, как шарик, как пузырь буквально считывается. Вот. И считывается секта Цельнозор, Мгм. кремлевская секта. Она использует вот эти психотехнологии. Так, он как-то использует энергию Людмилы для создания этой секты? Почему для создания? Он ее создал раньше. Мгм. Для поддержания? Она считывается как одобрительница, да? Ну да. Вот ее сознание он использует, ну, Мгм. для того, чтобы проникать по ее энергетическим э, сетям, по этой энергетической сетке человеческого божественного разума, чтобы она как вот этот путь, дорожка, по которому он пробирается к верхним пространствам, и оно считывается, вот это он ей поставил. Она сама себе, естественно, поставила вот этот предел созидания. Вот, и интересно, зачем Мгм. ему это нужно? Посмотри, Виктория, зачем ему это нужно? Поставить Ну Людмиле вот этот я предел? Мгм. вижу, для того, чтобы перевернуть мир и вот этот шар, как бы восьмерку, да, божественный М. мир, опустить вниз, и М. оно выглядит вот так, как будто бы вселенский разум в виде такого человека, который идет, и на ногах такие пластины. То есть они используют как Мгм. кирпичи вот этот разум их вселенной темной, да? Они используют разум человеческий для того, чтобы протаптывать себе путь к созиданию. М. Путем уничтожения тех, кто их поддерживает. И это Мгм. эгрегор душ разрушения. Это эгрегор разрушения душ человеческих Мгм. и человеческого духа, превращение человека в демона. Так. Вот в этих что-то опять вижу в этом эгрегоре, вот эти капуцины, вот эти танцуют вот эти, знаешь. Это Мгм. деградация. Человек был сотворен совершенным, а ученые типа говорят, что человек Мгм. развивается. А это наоборот, деградирует. Деградирует. Обезьяны. Да. Так, это же хорошо. Давай посмотрим, на чем еще держится вот это доверие к этому Илье, этому Сталину. Ну вот Людмила показывает, что внутрь себя показывает, и у нее где она говорит шестая чакра, но она у нее находится там, где сексуальная чакра. Мгм. Она ее называет шестой и говорит поворот сознания. Мгм. О, ну так мы же так и говорим.
если человек делает неправильные решения, думать жопой, да? Да. Вот оно так и есть. И она показывает, как внизу выслана эта же пластина, которая закрывает Мгм. эволюционный этот. Оно считывается портал, и у нее вот портал к этому Илье, и считывается вызывание духов. Мгм. Вот, и я вижу эти шарики. Оно Мгм. считывается вызывание духов из портала Люцифера. Так, хорошо. Людмила отказывалась и отказывается от всех этих шариков, от символов. Пусть она полностью откажется на всех уровнях. Подожди, сейчас, стоп. А чё-то он Так, так засуетился, что-то он начал собирать так быстро. Я ему заморозь себя. приказываю Мгм. Заморозь. замораживай. Мгм. А он выдергивает у нее волосиночки, волосики. Волосы из головы эти оранжевые выдергивает. Я ему Мгм. приказываю отдать все, что он своровал. Мгм. Людмила спрашиваю, видит ли она. Мгм. И тут начинается суд. Мгм. Так. Это все вот так раз развернулось. И суд, заседание. Так, а Так. кто судья? Мгм. Посмотри, Виктория, кто судья. Вижу такая черная сущность, похожая. Знаешь, есть такая рыба сом. У нее такие Все эти сами. с усами. И вот какая-то сущность, похожая, разлезлая такая, с этими. И я смотрю, а в этой энергии находится Сталин. Мгм. В этой сущности, в этой рыбе находится Сталин. И он говорит, что он приговорил к смерти и говорит свою любовницу и показывает на какую-то девушку в таком цветастом платье, которая стоит на коленях, а голова просто как будто на полу. Вот так головой уткнулась в пол. Я посмотрела, кто это. А оно звучит, Людмила, но это не ее энергия. С ее лица выскочил какой-то черный дух. Так, я спрашиваю, что это не за судилище такое тут устроили в ее Мгм. пространстве. А он кричит, показывая на это платье цветастое. И вот так пальцем, что она должна умереть. И я спрашиваю, почему он так решил, а вот он в этой клетке сидит. Мгм. Вот опять эта клетка, от которой этот Хасим говорил. Он в этой Мгм. клетке сидит и показывает в нижний портал. И там такой, как огонь горит. И он показывает на этот эгрегор и говорит, что это все его жертвы. Вот так. И таким голосом демоническим. И раскрывается такой этот портал. Я это все как за стекло Мгм, в да. стеклянную эту. Мгм. И я спрашиваю, по какому праву он Судит. вот это судит. И он показывает, как он берет какую-то штуку такую, такой толстый пиндер, и воткнул куда-то. Вот оно что. Слышу похороны Мгм. Ленина, и тут же Сталина, и сразу Путина идет. То есть это какие-то все один к одному ритуалы и Гитлера, и вижу
этот мавзолей и сразу же этот коричнево-зеленый культ считывается сатаны. Этот храм войны, и там этот Гитлер, там душа его, тоже части его души там есть в этих артефактах. И он говорит, что он запечатлил Ленина на вечные века и показывает вот этот эгрегор, который мы рассматривали, этих диктаторов. И этот Ленин как будто бы изнутри вот так выстилает всю планету человеческого сознания, вот так вот. И этот Ленин привязан. У него к спине, к сердечной чакре такой идет, как цепь, сектор интерферента. И этот Илья Мамаев, этот Сталин говорит, что он открыл портал и водрузил, вот показывает этот столб, говорит, водрузил культ смерти. И показывает вот этот, идет метафора, как Людмила сидела на песке, а ноги в черной, как смоле. И он говорит, что он возобновил культ смерти, культ ненависти, культ убийства, расовой дискриминации, политического преследования. Говорит, демонической фантазии. И вдруг вот это вот этот сюрикен. Так, и каким образом эти похороны всех этих лиц дают ему право судить Людмилу? Он говорит, что она сама к нему пришла и показывает, как Людмила своим пальцем вот этим, как будто бы просверливает с ее стороны, вот, говорит, пространство взаимодействия со мной. И вдруг достает такой контракт в секторе магии, между прочим. Говорит, контракт на использование вот этого сюрикена, который символизирует магическую школу Кремля, вот эти все технологии, вот это зомбирование. И говорит, она выбрала меня, потому что она была заложницей, и показывает на этот шар, на этот энергетический, энергоинформационный шар от этого именно первого ее мужчины, Хасима. Я передаю ему, что он опоздал. Что Людмила расторгла этот контракт, и этой информации уже нигде нет. И это, во-первых. Во-вторых, он нарушил законы Вселенной, он вторгся в ее пространство, и по законам Вселенной она давным-давно отменила ее решение использовать. А он показывает тот момент и говорит, что вот это с фотографией, и говорит, что она возобновила его проект, отдав ее фотографию этой Марии. Я говорю, что он опять опоздал. Я говорю, что он тоже опоздал. Я вижу, как эти вот шарики, буквально вот как будто бы он их посмотрел, мимо его лица пролетели. То есть она забрала эту энергию. И Людмила берет этот палец и смотрит, что же это такое, что это за палец, типа ее. А у нее на пальце, знаешь, как такая накладочка, как будто бы кто-то одел такой металлический наперстник большой. Наперстник, да, вот. Вот этот наперсток как раз и проявился. Вот. Так. Это движение. Это вот движение.
Вот. Когда этот наперстник появился в ее пространстве? Он сформировался со времени быта на Земле. Это генетическая память предков, связанная с укалыванием, с проталкиванием, то есть это вся генетическая память, когда ее предки или она в прошлых воплощениях обращали свое внимание и связывались с демоническим антимиром. Я передаю Людмиле, что сейчас она может отказаться принимать этот наперсток. Я вижу, как ее палец такой был вытянутый, и вдруг вот так вытаскивается оттуда и превращается ее рука в такой шар, ну, энергетически совершенный, да, Да. целостный. И этот наперсток падает прочь, и этот портал, вот она я вижу, как то, что она держала, рисовала этот, буквально выжигала как будто бы огнем этот портал, тоже все уходит. Она поднимается вверх. Я передаю, чтобы Людмила расторгла все контракты. Вот. И она Так. поднялась вверх, и я вижу, как она берет вот эту плиту, которая была черная. Сейчас она стала как цементного цвета. Берет и с разгону швыряет вниз. Вот. Распутывает вокруг ее, я слышу, генетического центра, где живот. Такую ее спираль. И вижу, как к этому эгрегору фашизма, как мы говорим, там, демонического управления миром, уходит этот, и ее просто сползает эта спираль. Я передаю Людмиле, чтобы она отказалась во всех измерениях соприкасаться с Ильей, с его магией, с кремлевскими этими технологиями. Вот. И вдруг появляется такая, вот она поднимается вверх, этот судья как бы опускается вниз, а у него посередине судья вот здесь сидит. Он уже весь такой, знаешь, покорежился. Какая-то красная кнопка между этим судьей. Вот тоже она такая, как шайбочка, красная, прям такая. И здесь вот этот Илья Да. как будто бы тянется такой красной рукой, чтобы нажать на эту кнопку. Я его замораживаю и спрошу, что он делает, что это за кнопка. Сейчас я считаю. Читай, Я Виктория. слышу, что это приведение в действие. Чего? Приведение в действие, самоубийц, контроль разума. И я вижу, как вот так внизу к этой кнопке привязаны, считываются люциферские последователи, адепты культа Цельнозора. Они все к шее, как висельщики. А что будет, когда он нажмет эту кнопку? Я вижу, что вот этот сюрюкен вот так летит от него. И почему-то идет, пережигает вот эти ниточки, на которых они как в подвешенном состоянии в этом пространстве. Оно так обрезает, и они падают вниз. Считывается культ самоубийц. Они что, хотят в один момент включить эту программу? Давай я проверю. Жатва. Нет, это не просто жатва в таком ментальном смысле. Это считывается как пропаганда насилия, единоразовая акция самоубийства. И я слышу Ом Сюрикё По типу того или случая. Белое братство. И сейчас, подожди одну секундочку. Да.
Сейчас я проверю этого. Вот я его вижу, но я не Мгм. буду говорить, как его зовут. Мы расследовали еще 7 лет назад этого ученого, который Мгм. разрабатывал эту пси-технологию. Технологии. Сейчас я посмотрю, связано ли это с... Да, это один корень, я слышу. Я вижу, как он тогда убежал по приказу центральной власти. Я вижу, что тогда нажали. И я вижу, что вот эти мы расследовали, я слышу, 4 года назад. Какие-то самоубийства в Ленинграде были. Это тоже с этим, с этой технологией связано. Мгм. И Это что, культ, когда да, самоубийц, так звучит. он нажал эту кнопку, вот это и происходили эти убийства? Да, это сработало в голове этих людей, что вот этот символ цельнозора, он стилистически как раз повторяет вот эти ножи, которые вот так выглядят, как Мгм. Ну да, как у пилы как у ножи. пилы, Так. но когда я смотрю, то эти Мгм. зубцы, в этих зубцах повторяется снова форма целого этого сюрикена, и человеку кажется, что у его мозгах там миллионы этих лезвий режут его изнутри, и поэтому они хотят, ну, они выбрасываются, там тонут, что-нибудь делают себе, чтобы не терпеть эту боль. Это такие пси-технологии, это конечная цель этих М. культов. Мгм. Потому что им нужны вот эти души самоубийц. Им нужно это разрешение, а первое разрешение на это вот это признание культа, и вот этот бог, как египетский, ассирийский, считывается бог смерти, культ смерти. Мгм. Как египетский. Ну, в Ну, каждое, был там какой-то. оно как вспышки по земле. То там вспыхивало, то там, то там. То есть где был вот этот переизбыточный потенциал, оно считывается идиотизма. М. Чем больше Был. людей подключаются к этому эгрегору, да, вот этих Мгм. пси-технологий, вот этому демоническому культам разным, ченнелингам, это все вот именно в той области, где этот народ, да, как бы М. переизбыточный потенциал там, и буквально прорывается изнутри этот культ, и выходит дух этого Люцифера наверх. То есть он прорывает вот эту межпространственную связь. Мгм. А Так. Людмила стоит и говорит, что она разрушает свой круг согласия. Я вижу, как она вот это уже нет этого жжения, и этот кружок, который она рисовала, вот так вот ломается, Мгм. превращается в ничто. И мы обличаем этот якобы суд, Включаем. потому что он это самосуд, и я приказываю Людмиле, говорю, чтобы этот культ убирал их воздействие с нашей живой планеты, с нашего живого сознания человеческого, и передаем информацию. И вдруг Людмила вот так как вынырнула из груди Ильи, Мгм. просто такой звук жуткий, да, она как будто бы вытащила свою голову, а ноги у нее вот там, я слышу, в сердце Люцифера. Вот. Мгм. Пусть Я забирает все передаю ее Людмиле, потенциал, чтобы наверное. Людмила забирала всю ее энергию, закрыла. Она говорит, что закрывает все каналы. И я вижу, как она у нее перед глазами такие, как экраны, и она так берет, чик-чик, выключает, как тумблера перекрывает. Говорит, что это каналы взаимодействия.
с Люцифером. Поднимается вверх. Я передаю, чтобы она очистила всю ее генетическую память от присутствия всех мужчин в ее живом пространстве. Мгм. Ну вот, самое важное, контракты расторглись. Всех мужчин, вот я То есть, вижу многих, они уже отцепляются сами по себе. то есть она отдает им их энергию, Да, забирает ее, пусть она их простит, отпустит, пусть они идут их дорогой, а Людмила поднимается вверх. вот решение. Она говорит, я решила быть одна. И в этот момент вот эти качели, которые в ее пространстве вот так раскатывали, так вот, они потеряли силу. Мгм. Так. То есть эти качели, эти энергии чужеродные тоже отправляет на аннигиляцию чужеродной программы. В этот момент я вижу, как эта девушка, которая... Это переброс кармы, то есть это навязывание, изменение памяти со стороны Ильи было, Мгм. и попытка осудить, привязавшись к травматичным, к изъянам человеческим, да, я Мгм. передаю этому Илье, чтобы он забирал карму за его насилие, вторжение в пространство, и потому что это жизнь и опыт Людмилы, никто не имеет права вмешиваться в ее живое М. пространство. Вот ее энергосфера стала, я слышу, целенаправленной. Ну, она такая М. целая, Мгм. целенаправленная. Что Она это? показывает, как у нее вот седьмая чакра, ну, как фонтан вот так работает, то есть Тор. И Мгм. говорит, что она отключилась от эгрегора Цельнозора навсегда. Мгм. Говорит, что она ушла от взаимодействия, от воздействия пси-технологий Кремля, отсоединилась от эгрегора разрушения человеческих наций. И как ангел поднимается вверх, и вижу ее волосы, они как сияющие такие, как будто свет, ну, рыжеватый такой, сияет. Мгм. Хорошо. Так. Хорошо, Виктория. Очищаем эти ситуации, отсоединяйся от всем Да. этим э, магам-насильникам, отдаем карму за воздействие. Так. Посмотри еще раз на Людмилу, как она выглядит. Она находится в таком светлом пространстве, такие энергии здесь. Она говорит, сейчас я вернусь обратно, Угу. Вернись. что она вошла в пространство, взаимодействие с новым миром. Угу. Говорит, порядком света. Говорит, Людмила что мы хотела. были отлучены от Угу. света, а сейчас, говорит, вернулась домой. Угу. Людмила спрашивала, что означает имя Аврора по отношению к ней. Она говорит, что она не готова это узнать, и что она это поймет сама. Хорошо. Говорит, что каждый проходит собственный путь. И пошла вот в сектор Первотворца. Ну, как богиня такая сияющая. Вот она со спины вижу крылья. Угу. Она так поднимается вверх, идет.
И говорит, обернулась и говорит: не спеши узнать раньше времени. Ее голосом говорит. Хорошо. Вот оно что. И она мне показывает, как я раньше времени узнала свое имя, но не была к этому еще чуть-чуть не готова. И это сулит, говорит, переживаниями. Вот ее голосом говорит. Мгм. Хорошо, я с Все в ней свое время. прощаюсь. Да, Прощайся тогда с Людмилой. да. Благодарим ее за ее труд. Выше я благодарим. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Да, Поднимайся вверх. Эти ситуации, там, что заморожено было, все это отправляй на аннигиляцию. да. Проверяй твое личное пространство. Мгм. Хорошо. Наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.